Всех приветствую меня на канале, это Ланжан, и сегодня я хотел записать ролик на русском языке, в отличие от предыдущих, которые я делал обзорные по моду Rome Total Realism для Рима. И в этот раз я хочу сделать обзор на свой собственный мод, который называется Barbarian Empires. Первая версия этого мода была выпущена в ноябре прошлого года, и недавно мы вместе с моими друзьями зарубежными сделали к нему продолжение, независимое дополнение Hellenistic Legacy, которое добавляет новые фракции и меняет карту компании и добавляет кучу прочих ништяков. Давайте познакомимся с компанией. Вот, как вы видите, римские семьи Брутов, Сципионов и Римский Сенат были переработаны в фракции Эпир, Босфорское царство и Греко-Бактрийское царство. И в этом обзоре я хотел записать небольшой летсплей по Босфорскому царству. Оно находится, как вы видите, на территории современного Крыма. И в этом моде линейка войск Босфорского царства включает в себя такой интересный микс варварских культур и греческих. Там можно встретить как и скифские подразделения, так и фракийцев, и греков, и даже немножко восточных войск. Но давайте познакомимся с ними в игре. В самом начале кампании активируется автоматический советник, который включает нам скрипт 4 хода в год. Но такое вы наверняка уже видели в других модах для Rome Total War. Если вы загружаете сохранение, то советника надо вызвать и активировать вручную. Он вызывается, когда вы выбираете армию или город. Что ж, у нас в начале всего 2 города с неразвитой морской торговлей, тут всего лишь рыбачьи деревни. Постараемся это исправить в первую очередь. Ставим и там закладываем порт. Налоги выставим на высокие, очень высокие, приведут к тому, что наши губернаторы станут коррумпированными и неэффективными. В обоих городах у нас достаточно хорошие управленцы, пожалуй, пускай они там и остаются. А полевой генерал у нас боспорский царевич Фиест. У Фразидая, у нашего правителя, есть свитий-лекарь, который увеличивает шансы на исцеление раненых. Давайте передадим его в самом начале. Возвращаем удар на Херсонес и наймем сразу же войска. Выбор у нас в начале кампании не очень большой, но в нем тоже чувствуется разнообразие. Тут есть и варварские земледельцы, крестьяне, это местные жители Крыма и степей. Есть степная пехота, есть даже восточное ополчение. И, конечно же, наш хлеб с маслом, наш основной отряд, классические гоплиты, которые отличаются тем, что у них на щите есть своего рода кожаный щиток, кожаный чехол под названием Апрон, который служит для защиты ног от стрел и других метательных снарядов. Он появился во время греко-персидских войн, но просуществовал недолго. Но так как у нас Боспорское царство состоит в основном из потомков греческих колонистов, то неудивительно, что что-то архаичное в их снаряжении осталось. Эти ребята живут на самой окраине греческого мира, постоянно участвуют в стычках с варварами, и до них еще не дошел прогресс из Балкан, где постоянно, как в Тигле, выплавляются все новые и новые эффективные методы ведения войны. Что ж, мы наберем в Херсонесе гоплитов, и в Пантикопее мы наберем прекрасных фракийских пельтастов. Очень эффективный отряд. Прекрасные застрельщики. И тоже заложим порт. У Тима Леона есть в свите писарь, который повышает ему прибыльность торговли и управления. Посмотрим на наше фамильное древо.
что ж, у нас Фразидай, престарелый правитель, который, скорее всего, ему недолго осталось жить. После него главой фракции станет Фиест, который, судя по всему, обладает немного большим весом политическим, чем его старший брат Тимулеон, который больше не полководец, а такой управленец, штатский человек, который вполне может уступить власть своему более амбициозному брату, который посвятил свою жизнь войне. Отправляем дипломата к скифам. У скифов есть ресурсы, которых нет у нас. Это лошади, шкуры, возможно, древесина. Если мы заключим с ними торговое соглашение, то получим неплохую прибыль. Здесь еще есть город, где-то среди Меотийских болот. Чуть-чуть за ними находится город Танаис. Желательно бы его захватить раньше, чем это сделают скифы. Но сначала давайте возьмем Неаполь. Кто у нас тут сидит? Это сарматские наемники, своего рода тяжелые рыцари степей. С ними будет непросто разобраться, они могут доставить кучу неприятностей. Есть еще отважное варварское ополчение и, конечно же, скифские конные лучники. Если бы сражение происходило в поле, то шансы на успех у нас были бы похуже, но штурм тоже может быть достаточно неприятен. Главное, осторожно посылать войска через проломы, чтобы их не задавила конница. Забираем тех, кто у нас есть. На следующем ходу мы наберем наемников и присоединим к нашей армии 2 новых отряда, которые наберутся в Херсонесе и Пантикопее. А больше мы ничего за этот ход не сделаем, поэтому заканчиваем ход. И у нас прибавление в семействе. С одной из дочерей нашего правителя, кажется, если я не ошибаюсь. Да, Гелика, которой 19 лет. С ней собирается обручиться вот этот вот суровый греческий мужчина. Ей 19, ему 39, разница довольно большая, но мне кажется, что не в возрасте дело, а просто этот солдафон ей неподходящая пара. Нам нужен кто-то помоложе и желательно с административными навыками, потому что мы собираемся расширять нашу империю, и нам нужны будут управленцы, губернаторы в захваченных городах. Что ж, мы возьмем обязательно гоплитов и скифских наемников. Надо начинать копить ударный кулак из скифских лучников, если мы хотим дальше продвигаться в степи, потому что у окружающих народов конных лучников полно. А у нас пока нету дальнобойных стрелков. Ну что ж, мы полностью укомплектовали нашу армию, готовы к штурму. Вот дипломат наш увидел степную орду, которая бродит среди Меотийских болот. Как видите, у них огромное количество конных лучников, гоплиты греческие камаксофоры, легкая конница. Я надеюсь, что скифы встретятся с этой армией раньше, чем мы, и что это им придется разбираться с ней. Yes, my lord. Out to move, sir. Тем временем приступаем к штурму. Prepare for battle. Наконец у нас представилась возможность посмотреть на наши отряды, как они выглядят. Вот это полководец, это конные застрельщики, флорентинцы, фракийские застрельщики. Практически у каждого отряда есть офицеры. Это есть и греческие офицеры, знаменосцы, музыканты, варварские офицеры. Вот наши конные стрелки.
скифские. Мы выдвигаем вперед тараны. Степняков не то чтобы особо не жалко, но их легко набрать практически везде. А вот гоплитов стоит приберечь, потому что они будут нашей основной ударной силой в этом штурме. И выдвинем вперед фракийцев. Поддержим наше наступление в пролом. И давайте попробуем обстрелять тех, кто скопился вот здесь вот, возле стен. Желательно, чтобы это были, конечно же, сарматы. С конными лучниками рукопашными мы еще сможем справиться. А вот эти толстые ребята в крепких панцирях. Ну что ж, они начали по нам стрелять. Ну, неплохой улов для начала. Конными лучниками не стоит рисковать, и все же можно их подвести примерно на такое расстояние, чтобы они не привлекали особого внимания врага. И начнем подводить наших гоплитов. Конные стрелки пытаются потрепать наши передовые отряды. Давайте ответим им тем же. Кажется, нам удалось отогнать их от стен. Прекрасно. Отлично, нам удалось выманить сарматов, которые скопились возле Галой площади. Если нам удастся протянуть к стенам, мы сможем их обстрелять.
Ну что ж, с минимально возможными потерями нам удалось разобраться с арматами. И дальше дело за малым — разгромить защитников главной площади. Я, пожалуй, вырежу этот кусок, потому что он представляет особенно. Несмотря на то, что этой игре уже 15 лет, только посмотрите, какая динамика сражения, как чувствуется вся жестокость войны, все напряжение схватки. Для своего времени она была удивительной. Занимаем город. Неаполь-Скифский скоро вырастет. Ему осталось до перехода всего лишь 200 жителей. Можно распустить кого-нибудь из степняков, а можно просто подождать. Я предпочитаю второе. Давайте переобучим наших потрепанных гоплитов. Yes, стратегос! Yes, стратегос! Вот эти два отряда yes, стратегос! Можно отослать в Херсонес. My lord! Марс! А здесь мы поставим святилище Зевса, которое сразу же даст нам улучшенное производство пищи и улучшение общественного здоровья, которое ускорит рост населения. Денег на этом ходу у нас уже не осталось, до скифов не дойдем, чтобы у них выторговать, поэтому ждем. Спасибо большое за внимание. До встречи в следующем эпизоде. Напоминаю, с вами был Ланжан, и этот мод называется Barbarian Empires Hellenistic Legacy.
Ссылки на скачивание мода будут в описании. Всем пока!